Я приветствую вас, представители знака Зодиака Близнецы. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться, а возможно это будет та реальность, которая изменит вас, мои дорогие близнецы. И, конечно, будем добрее, милосерднее к самим себе. Не стоит загонять себя в угол лишь только потому, что мы слышим и видим, и это не вписывается в наши планы. Это не означает, что мы их не сможем осуществить. Это лишь значит то, что нам нужно внести некоторую коррекцию в задуманное или в то, что как наша цель, может быть, которую мы перед собой поставили, и одновременно адаптироваться к тем переменам или к тому, что происходит вокруг нас. Итак, события ближайшего будущего, ближайших дней. И давайте узнаем, у нас две колоды: Оракул Ленорман и колода Ангелов-Хранителей Таро. Сначала мы достанем на Оракуле 4 карты и посмотрим, с чем же будут связаны эти перемены, что будет меняться, поворот событий. Если мы говорим, то каковы события ближайшего будущего, ближайших дней? С чем это будет связано? Какие сферы жизни для вас выйдут на первый план до конца марта месяца, по сути так. Итак, 4 карты. События будущего, события ближайших дней. Какова палитра сама по себе событий и с чем это будет связано. Далее продолжим. И на колоде Таро поворот событий. Это тоже может означать конкретная сфера жизни или, может быть, какая-то новость. С чем, опять же, будут связаны события внешние, которые вас заставляют либо изменить отношение к чему-либо или к кому-либо, может быть, происходящему или конкретному человеку. И, возможно, тут что-то придется передумать, перерешать. Следующая карта: от чего вы откажетесь или вам придется вносить коррекцию в свои планы. Что вам нужно услышать, что вам помогает, чего вам нужно не пропустить. И по основным сферам жизни мы объединим в одну карту сферу ваших достижений, денег, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, и документы, то, что вы планируете. И любовь и личная жизнь. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же нам Оракул покажет, расскажет? События ближайших дней. Персональная карта. И для вас, мои дорогие девочки, это ваши планы. Вы тут, правда, можете что-то передумать, переиграть, потому что как дама пик или королева мечей, будем говорить. И мы, с одной стороны, основываемся на своих планах. И с другой стороны, королева мечей для вас, мои дорогие, это будет означать вы сами, безусловно, дважды. Потому что пусть это пики, или мы переведем на Таро, это мечи, это ваша энергия, это воздух. Но иногда, если мы про Таро, это соответствует прообразу Юдифи, и есть какая-то ваша миссия, мои дорогие девочки, и значит, вы ее должны осуществить. Безусловно, это ваши интересы. С другой стороны, надеемся мы тут сами на себя. Мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни, может быть и любимая женщина, тогда примите во внимание. Вы можете прочувствовать в этот период, такие энергии, что она сама по себе. Это как кошка, которая гуляет сама по себе, и я не могу ее просчитать. И, может быть, если она действительно для вас важна, принять во внимание, что, скорее, это самодостаточная женщина. И вам, возможно, придется вносить коррекцию в ваши планы, потому что если она, это может быть кто угодно, может быть и ваша мама, это может быть и руководитель, или если даже это касается вашей какой-то, ключевой персоны в личной жизни. Но, значит, принять во внимание то, что она тоже имеет какие-то свои цели, намерения, от которых она не собирается отступать. Поэтому баланс держать придется, это точно. Или договариваться, возможно, с ней придется. Но так или иначе, есть какой-то очень важный человек в вашей жизни противоположного пола. Давайте откроем следующую карту. С чем это может быть связано? Здесь у каждого понятно по-своему. Смотрите, кто-то из вас, мои дорогие близнецы, захочет завершить отношения. Все же карта Гроб говорит об этом.
Но и не только об этом. Это может быть не просто завершение, а завершение какой-то прежней истории, прежнего этапа жизни. Нам здесь все же показывают о прежнем этапе жизни. И не случайно, потому что этот аркан, хоть мне часто пишут: о, гроб, чего тут хорошего. Да вот представьте себе, что есть тут хорошее, потому что две цифры, два числа, 9 и 8 прописаны вверху карты. 9 по нумерологии – это перемены, то есть даже отношения, которые продолжаются, они уже продолжаются не в том ключе. Нам приходится себя перестраивать, адаптировать, может быть, с учетом того, что я сказала, когда или вы сами хотите что-то изменить, или вы имеете свои интересы, мои дорогие, но есть еще ключевой партнер, который имеет свои интересы также. И вторая цифра, число 8, по сути, это как перевернутая лемниската, это как раз символ бесконечности, и это что-то должно быть продолжено, но с учетом перемен, с учетом новой реальности. И поэтому где-то себя действительно адаптировать к тому, что происходит, вам придется. Возможно, адаптировать какую-то финансовую составляющую. Возможно, вам придется пересмотреть свою степень дохода. Или тут могут быть еще какие-то основополагающие, потому что бубны – это, по сути, пентакли. Или пентакли – это наше благополучие. Это очень символично ретроградной Венере в плане вот этой карты, потому что ретро-Венера нам, с одной стороны, возвращает людей из прошлого. Или пусть это какая-то ситуация, которая долгое время тянется, и нужно навести порядок. В каком контексте мы будем продолжать, а в каком контексте мы будем завершать. Каким-то образом это может быть увязано с деньгами тоже, с вашими намерениями, целями. Поэтому и вы адаптируетесь, мои дорогие близнецы, и вы пытаетесь вот эту реальность, вы максимально вписаться в нее. У вас будет, по крайней мере, такое желание. Но принять во внимание то, что не все может быть продолжено, потому что вы, первое, потеряете к чему-то интерес. Второе, то, что вы будете большими реалистами, по крайней мере, в эти 10 дней. И какую-то правду вы скажете себе сами. Смотрим дальше. Ну вот не случайно, вот это лемниската перевернутая или число 8. Я тут вижу, любовная история будет явно продолжаться. И это означает, может быть, если мы говорим о людях семейных или об отношениях, которые развиваются, продолжаются, но какая-то перезагрузка, тем не менее, она предусмотрена. И если это вы в паре и ваш партнер, то тогда как новая реальность, может быть, по части заработков или по части, может быть, даже вашего местонахождения. Здесь такое тоже может проиграться. Все же, если мы говорим про бубны или пентакли, это новое место нашего проживания, это некоторый базис, не просто деньги. К деньгам мы можем свести и наше имущество, и, может быть, и движимое, и недвижимое, и наш дом, и наши планы на будущее. Но, опять же, это не есть где-то то, что мы так экзальтированно представляем. А нет, мы как раз хотим от чего-то оттолкнуться. Это наша уверенность. И вот вы будете фильтровать, в чем я могу быть уверен, а в чем нет. Или если вы даже в паре, вы будете вдвоем, возможно, отстраивать новую концепцию благополучия. Для кого-то из вас, мои дорогие близнецы, может быть, какое-то недавнее знакомство, которое у вас состоялось месяцы тому назад, оно может перерасти в новые чувства. Или когда вы себе скажете правду: да, действительно, эти отношения я хочу продолжать. И вы будете тогда пытаться развивать, а, возможно, какая-то прежняя история вами должна быть красиво завершена, чтобы не было ненужных прений, не было каких-то ненужных разговоров, а как раз привести к балансу то прошлое, которое уже случилось или произошло. Но так или иначе, сердце – это любовь, это новые возможности, это новое вдохновение для всех, для вас. И даже вот это подведение итогов, которое проходит по карте гроб, это есть какая-то перезагрузка. Что же еще события ближайшего будущего? Ну вот все карты как раз и говорят о том, что, о чем я вам по первым картам, и даже то, что я говорила, еще до карт, потому что, смотрите, клевер – это опять же благополучие. И когда выпадает эта карта, она говорит о победе. Опять же, смотрим на цифры.
немножко вспоминаем нумерологию. И 6 – это всегда победа. И это не та победа, которая нам как вот манна свалилась на голову, и мы говорим: о, ну наконец-то. Не, ничего подобного. Здесь наши действия, наша активность. И вся активность, можно ее переложить, или если переложить на нумерологию, она умещается в 6. То есть первая или единица – это наше начало. Дальше от единицы до 6 – это развитие событий или наша активность, в чем мы принимали участие, что мы или какую работу мы проделали. И вот 6 – это вершина. Это своеобразный где-то итог наших действий, почему очень часто в колоде Таро 6, любая 6 означает некоторую победу. И вот у вас какая-то победа будет, мои дорогие близнецы. Но есть еще и 2, и это всегда взаимодействие. Поэтому я говорю, что какие-то контакты или пусть, некоторая рокировка, пересмотр, может быть и трансформация отношений, она все-таки будет происходить в эти 10 дней. Но и отношения какие-то продолжатся. Может быть в новом формате, мои дорогие, но это в конечном итоге к благополучию вашему. И когда выпадает аркан Клевер, даже если у вас сейчас на момент, когда вы еще загодя до периода, мы говорим с 20 по 31, да, события ближайшего будущего, то вот до этого периода у вас сейчас что-то идет наперекосяк. Или приходят какие-то новости, которые вас, некоторым образом ставят в тупик. Это лишь означает, что просто некоторый баланс вам нужно провести. И есть и то, что уже не может служить вашему прогрессу. Поэтому даже если что-то идет не так, то в конечном итоге все кончится более чем благополучно. Это вот этот самый баланс. Это радость, это счастье, это победа, это новые возможности. Поворот событий, с чем это может быть связано? Любовь, мои дорогие. Нечего мне тут повторять, наверное, все то, что я уже сказала. Партнерские отношения. Это когда люди понимают, да вообще без слов друг друга, словно чувствуют друг друга, могут быть друг другу хорошим подспорьем, когда могут быть уверены в друг друге. И те отношения, которые, безусловно, должны быть продолжены. Но, значит, еще и карта будет говорить, и если вам нужно провести какие-то согласования, ваша дипломатия, а вы, мои дорогие близнецы, вы умеете быстро перестраиваться. Почему? Ваш знак зодиака, и не случайно, если мы говорим близнецы, планета-управитель Меркурий, а Меркурий – это Гермес, это где-то прообраз Гермеса, Трисмегиста и 6 основных принципов, постулатов, для кого интересны эти духовные практики, то тогда нам эта карта будет говорить, что вы сумеете гибко перестраиваться с учетом той реальности, которая присутствует. Вы умеете что-то переиграть, вы сумеете переиграть. Ведь тут может быть такая метаморфоза, когда вы думали, допустим, об одном человеке, как-то, назовем это однобоко, или представляли человека в каком-то одном свете. А здесь вот эта парадигма, она тоже меняется. И вы в последний момент можете обнаружить, а нет, для меня эти отношения важны. И поверьте, вы можете переиграть и сохранить, может быть, какие-то важные отношения тоже. Все зависит от того, какие цели, намерения, планы вы поставите. Слушайте свою интуицию, мои дорогие. Она вам будет давать правильные подсказки. И значит, словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и отстроить вот эту победу и благополучие. Вот с таким поворотом событий может быть связан вот этот 10-дневный период. От чего вы откажетесь или что вам придется перестроить, переделать? Может быть, и самих себя. Вполне вероятно. Пятерку жезлов я называю карту информационного хаоса. И, конечно, она в первую очередь говорит о новостях, об информации, которую мы слышим. И все то, что я сказала до этого, карта тоже подтверждает, потому что, как и с информацией, мы можем столкнуться совершенно разношерстной и разной. И она нам нужна, потому что в этом потоке будет рациональное зерно. Но вам это зерно еще словно вычленить или получить, профильтровать нужно. Но это тоже также может быть связано с людьми, которые пытаются на вас воздействовать, потому что у каждого свой интерес. И тут будет важно, с одной стороны, не замечтаться и не согласиться, опять же, на какую-то многозадачность. Есть как и партнерство, которое должно быть продолжено, но это предусматривает то, что мы кому-то говорим и нет.
или мы от чего-то отказываемся. Точно так же мы можем переложить и на информацию, когда мы слышим много и разное, но есть рациональное зерно, а есть, может быть, и какой-то фейк. И по этой карте это проходит. Здесь могут с нами не соглашаться, потому что проходят в этой колоде буквально конфликты. Но, тем не менее, мы отталкиваемся от того, что надежно, то, в чем мы уверены, а не от того, что нам обещают золотые горы. Или даже если это конфликт, или на нас кто-то пытается воздействовать, устраивая, создавая какую-то конфликтную обстановку, тогда мы должны оставаться верными самим себе, собственным намерением, целям и планам, и одновременно не создавать какого-то конфликта. Но я могу сказать, что вы будете нивелировать людей конфликтных, токсичных из своей жизни, или тех людей, которые пытаются от вас что-то получить и ничего не дать взамен. Вы действительно реалисты. Что же вам нужно услышать? Или буквально что вам помогает, что для вас важно не пропустить? Четверка мечей или четверка воздуха в этой колоде буквально прописана медитация. Приводи мысли в порядок. И мы никуда не торопимся. Значит, есть какие-то темы. Не торопимся, это не значит, что мы поставили на паузу и просто ждем, когда сам по себе решится какой-то вопрос. Нет, все же от вашего участия будут решаться вопросы, но это участие должно быть очень продуманным. И именно сохранить, мои дорогие близнецы, то, что должно быть сохранено, а то, что не служит вашему прогрессу, свести к нулю. Но сделать это через адаптацию и как-то переформатирование самого себя придется, потому что вот эти метаморфозы, о которых я говорила еще по двойке воды или в двойке кубков, что мы можем передумать что-то. Раньше мы были одного мнения о человеке или о каком-то событии, а здесь человек может открыться с какой-то другой стороны. Или мы видели обстоятельства дела, обстоятельства нашей жизни, может быть, тоже в одном каком-то ключе. И это тоже меняется. Поэтому будьте гибче. Не бойтесь что-то передумать, переиграть. Но делать это нужно очень осмысленно. Ну, может быть, и в некоторых вопросах, то, что вам помогает, когда вы не действуете буквально на импульсе. Сфера ваших достижений, мои дорогие, работы или каких-то документов, или учебы. И вот посмотрите, восьмерка воздуха. Я называю эту карту. Во-первых, тут и так конкретно прописана путаница или искаженное восприятие, так называю эту карту. Почему? Это мы можем чувствовать себя, словно мы вот за этим забором, вокруг холод и такая леденящая, звенящая пустота. Мы как один на один с какими-то проблемами, с какими-то событиями. И нам ничего иного не хочется, как отгородиться от этой реальности. И с одной стороны, да, адаптироваться мы должны. Или правильно оценить, что происходит вокруг и нас. Но ни в коем случае не создавать для себя дополнительную путаницу или не ждать, что какие-то вопросы решатся сами. Нам уже не одна карта сказала о том, что выбор своеобразный вам придется делать. Мне очень хочется достать вторую карту, но помните, с одной стороны, здесь буквально карта прописана, как будь свободным арбитром. Ты должен посмотреть на реальность как свежим взглядом или увидеть новые возможности. Это все то, что я сказала недавно. Но мы сейчас достанем, с чем это может быть связано. Какие события, вот такое искажение реальности могут у вас вызывать. А все серьезно, карта мага. И у вас сейчас, опять же, лимниската. Вы что-то хотите завершить. А это должно быть продолжено в другом ключе. Вы что-то можете хотеть продолжать именно по-своему, а это нужно переиграть как-то иначе. Пусть это вот даже касается отношений, может быть, у кого-то оформление отношений или решение, где вы будете, к примеру, проживать с семьей. То есть это может быть какая-то реальность наша, самая разная палитра вопросов. Но, тем не менее, это нужно как-то сделать гибче, ведь маг – великий практик. Но некоторая путаница, она должна быть устранена. И это не значит, что мы погружаемся в глубокую философию. По аркану маг
Мы понимаем, что есть какие-то преграды, мы понимаем, и маг это понимает, что две ипостаси, которые мы не можем изменить. Людское мнение, суждение или какую-то реальность. Нам с этим приходится взаимодействовать. Мы не можем поменять людей и их планы. И не нужно ломать человека. Не нужно себя самого тоже где-то ломать, пытаться резко, тогда и нас изнутри словно рвет и ломает. А быть опять же гибче. Подстроить наши собственные намерения и планы под ту реальность, которая есть. Договориться с теми людьми, которые есть как ключевые партнеры. И тогда вполне вероятно, есть как и партнеры, так и есть и возможности. У мага всегда есть и возможности, хоть и надеется он сам на себя, но он же взаимодействует с людьми. Он даже взаимодействуя на них, он пользуется такими мягкими энергиями, когда люди думают, что это я сам принял такое решение. То есть вот в этом, наверное, заключается магия, мои дорогие, и сила ваша, когда вы умеете адаптироваться к любой ситуации. А вместе с тем, может быть, и адаптировать ваши отношения, может быть, адаптировать какую-то данность, заключить документы или достичь то, что вы хотите, поставленные цели, или даже мечта. Но для вас нет ничего невозможного. Но, наверное, основополагающее, не устраивайте себе глубокую философию на мелком месте. Быть реалистом очень важно, потому что нас какие-то прежние мысли, прежние постулаты, прежние как табу, кстати, мои дорогие, или прежние, ну, шаблоны, паттерны, они могут нам добавлять как раз этой путаницы. Кто знает, вполне вероятно, аркан гроб говорит об этом. Убери прежние рамки, не ограничивай себя чем-то. И мы с вами говорили, что двойка воды, мы можем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это вам придется быть магом и волшебником, но у вас все стихии в руках. Поэтому быть дипломатом еще тоже нужно. И тогда там, где вы поначалу видите тупик или вот этот леденящий холод и вот этот забор, на самом деле вы увидите, что это новые возможности. Нет для вас ничего, с чего бы вы не смогли осуществить, решить, согласовать в эти 10 дней, мои дорогие близнецы. Что же у нас по части любви? Вы, правда, можете словно изменить направление, вы можете изменить мнение. И это мы всегда передумываем. Это по этой карте рыцарь мечей у нас проходит интеллект. Здесь мы замотивированы. Почему? Мотивация – это конечный продукт, который мы хотим получить. Или, иными словами, вот эта карта клевер, которая нам помогает вовремя с кем-то договориться, и чтобы была вот эта самая победа. Может быть, по части любви кто-то будет из вас очень часто, кстати, по этой карте, когда мы ищем истину, правду, и мы ее находим. Или мы видим какую-то реальность по-другому. Может быть, кто-то и откажется от отношений, я такое тоже могу предположить. Или если это был любовный треугольник, здесь это будет означать тоже какую-то ясность. И, понятно, направление выбираете только вы сами, но по этой карте мы уже, знаете как, четко понимаем, что мы будем продолжать развивать, а от чего мы откажемся. Вот это перезагрузка, где-то тоже символ рыцаря мечей. Да, может быть, кстати, карта иногда говорит бунтарь без причины, и это мы можем взбунтоваться, может и человек взбунтоваться. Я в самом начале говорила по карте женщина, но принять во внимание, что есть еще все равно какие-то отношения, если мы переложим все же это, мы на любовь смотрим, что с нами не соглашаются. Примите тот факт, что когда встречаются два совершенно разных человека, мы две зрелые личности. И это не значит, что мы один другого переделывают под свой лад. Самое главное, когда мы умеем смотреть в одном направлении. Вот тогда и эти союзы очень прочны на долгий период времени. Давайте откроем карту «Совет». Правда, какая-то перезагрузка. 20-й старший аркан. И мы можем завершить какую-то путаницу. Или когда мы долго не могли принять решение, какая-то рефлексия происходит, мои дорогие. По этой карте идет возрождение, и она тоже предполагает, опять же, что какой-то прежний жизненный этап закончился, и теперь
некоторое переформатирование нашей реальности, перевод отношений на новый уровень или ваши планы семейные, но тоже в каком-то новом ключе, или составляющая вашей жизни будет означать, что с одной стороны избавление от боли, избавление от страданий, большей ясности, и карта тоже говорит, не оглядывайся назад, и если ты с чем-то определился, будь реалистом. Скажи себе, может быть, правду, что правда есть смысл что-то сохранять, и не упусти тогда момента, но смотри в будущее, и словно ангел вам трубит о возрождении. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.